Петр Мамонов. Птица Зу. Глава 35. Это что же за штука? Вырождение человечества? Это все с жопой к нам повернется. Жена Пушкина после его смерти вышла за генерала. Это известно. А генерал был такой. Приходил, не разувая сапог, 3 раза. Сам-то спортом занимаешься? Нет, я устарел для этого дела. Раньше любил, раньше великолепно было. Столовая, творог, молочко. Теперь ничего нету. Мы с бабкой за шашлыком 1,5 часа простояли. Зачем такой шашлык нужен? А утка венгерская, жирная, на 3 дня хватит с картошкой или вермишелью. Или кашу бабка сварит с подливкой. Я как холостой остаюсь, так и на пельменях и живу. Сваришь пачку на 2-3, и суп, и второе, на 60 копеек целый день сыт. А ресторан, откуда у рабочего такие деньги? Во время войны коммерческие столовые были, чай с сахаром, а одному дали без сахара, он стал возмущаться. Давай всем пробивать, попробуйте, совсем не сладко. Народ в то время был честный, строгий и очень справедливый. Вы попробуйте, говорил. Так и выпили весь его чай. Выпили весь его чай, а теперь сделали лягушатник в банях. Мужик стоит и туда блюет. Что за рубль платить? Что за рубль платить? Весов нет. Нет? Как же вешаться? Шнурочек дам, в туалет пройдете и делу конец. А здесь нельзя, здесь же люди. Ну и что? Я считаю, это настолько интимная вещь. Интимная вещь? Проворчал клиент. Сволочи. Глава 36. Похолодало. Ледок. Иногда синие кусочки сквозь облако. Еле подавил гнев. Еле-еле, но все-таки подавил, хотя дверь хлопнул сильно. Тухнет и как-то скукоживается, но потребность есть. Начинаю карабкаться. Рассада зашла удивительно хорошо. Смотрю фильм о любви, и мне скучно. Думаю, почему? И понимаю, перестала интересовать любовь в таком смысле. Даже сейчас ночью пахнет весной. Побольше убирать, чтобы было чему бродить. И тихо падает снег. Купил бутылочку синего стекла матовую, как в пыли, и поставил на окно через нее. Как и через оконное стекло тоже идет свет с улицы, только синий. Потек ручей во враге, запрыгали лягушки, значит точно конец. Лягушек набралось полный бассейн, но им там хорошо. Есть вода и островки снега. Когда начнут погибать, станем спасать. Все потихоньку оживает, подтягивается со сна. Ночью опять схватилась, как ущипнул кто. Коты и кошки так и бегают туда-сюда. Лягушки в бассейне вмерзли в лед, как мухи в янтарь. Иногда думаю ку-ку, а иногда ку-ка-рику. Протекаю сквозь выставку видов и событий, ворчу головой, как в круглом круговом кино, въезжаю в экран. Метался, побегал по комнате, съел кусок рыбы и был таков. По-зимнему светло, апрель, а по снегу прыгают гуски, вороны носятся, кажется, даже дикие не понимают, что происходит. Ждем. Думаю, должно как-то сразу все рухнуть. Несколько дней назад, наверное, во время метели, сломала верхушку сосны на мысике, и мы даже не услышали. Такой был шум кругом. Меня нет. А над пустой шкуркой издевайся сколько угодно. Глава 37. Все понятно. Она независимая, ты независимый. Значит так, или идти на поводу и быть умнее, или быть умнее и выводить ее. А у нас так. Баба, как змея, из своей шкуры вылезет, чтобы сама себя перехитрить. Если хорошие книжки читаешь, все мудрецы погибали в молодости, а остальные шел, споткнулся где-то и все, мат. А надо было обойти, на то и закон, чтобы его обходить. А мы все хапаем, все хотим красиво, деньги плевое делать, фу. Вот так у нас, попроще. Самая главная машина, сердце остановится, все, гнилые зубы и платье с кармашком. Проклинать людей, что ты, лучше убить. Улица в этом месте чуть выгибается, потом снова идет ровно, и вот этого кажется, что асфальт широкий и выпуклый, как грудная клетка. И сплошь огни, фонари, машины, окна, мельче и ближе, огни, папирос,
Глубокие огни женских глаз, тихие разговоры, смех, мелькнет задумчивое лицо, кратко, но сильно, как рукопожатие. Если попадешь в струю, может, протянет, выбросит на вершину, а так всю жизнь будешь Америки открывать, как треска. Может, кому нравится, а я не люблю. Другое дело, из деревни взял женщину краснощекую, и этот джинсы наденет и ходит. Потихоньку можно шаляй-валяй из-под тишка, бабушка вытащит, а так будешь всю жизнь замом. Молодые как-то приспособились, что-то там апеллируют, батнички, джинсы, пласты, годами не работают, а мать за 60 рублей бьется уборщицей в подъезде. Безногому так заплатят, дураку тоже как-нибудь выведут. А еще лучше умному под дурачка. Хороший был вечер. Жалко, что он прошел. Глава 38. Ни с того ни с сего человека то не оскорбишь. Трезвый, наступи на язык, будет молчать. Троица святая. Буду умирать, лежать, картошки, может, сварят. Прихожу с работы, сидят. Ма, мы есть хотим. Нате, рвите меня на куски. Не выйдешь на улицу, не будешь кричать. Караул, я устала. Стоп. Говорить на пленку. Подсознание, заум, торт, пыль и ветер. Больница, светло-желтый скамейка, акварель. Пролом в стене, арка, жгут бумаги, дети, парк, пустой чугун, прошлое, зима. Только позднее по вечерам, когда сидишь до 11, смотришь на астры, в высокой вазе, поднимаешь жизнь, любовь. Пушкин, тополя появляется в квадрате, в открытой форточке и долго висит белый, звонит телефон, идешь, открываешь, возвращаешься, Пушкина нет, пыльные листья березы, дома, башни, башенный кран. Суббота, все сотрется, тучи медленно плывущие, полные осенью. Я лежу на пляже, неудержимо плывут облака. Два гигантских диска вращаются в разные стороны. Пустой день. Серега, давай сюда, поднимайся повыше. Ты что хочешь, чтобы я упал там, как дикая лошадь? Видимо, суть в том, что я перестал отличать. Галстук чистейшей рубашки, пытаюсь представить в его руке кейс и не могу. То есть очень может быть, но я не могу, не получается, и все тут. Причем тут кейс, когда кругом зима, и работать надо, и деньги нужны. Вот компания веселится, у них тоже кейс. Посмотрим, как расплатятся. Он, а не я. Красив и неприступен. Времена года все умещаются в одну фразу. Фазу дыхания. Крайние точки. Зима, лето, промежутки осень, весна. До чего приятна осень. Набираешь воздух после полного выдоха. Штепсель, если уж я так люблю себя, жить надо до тех пор, пока не появится потребность. Конечно, есть, но какой появится необходимость? Но когда появится необходимость, быть дальновидней, уметь увязывать, поступать для себя и других. Хороший человек всегда вспоминается, а плохой его ветром уносит, он где-то там бурлит. Создавать безделье, выпивать. Если плохо, то не должно быть плохо. Правда, со всеми мелочами. По-разному. Иногда трагично, иногда делом. Рано или поздно. Большое кусками наваленное лицо, седая медлительно, сирачьи ухватки и все. Я все время всем бываю чужой. Рвешься, и вдруг бац. Внешний динамизм и напряженность жизни вступили в противоречие. После обеденное время мое настроение намотано между двумя проводами за окном. Никаких их ручейков и птичек. Память постоянная, проникающая перед любознательностью перемены. Нельзя доверять, надо опираться. Запоминать и вспоминать. Еще меньше вечер, меньше курю. Выросли благополучно, сделали невнятно. Отторгли, отправили и не знаем. Стер и стереть, крошится. Жидко в нелепости, скудно в попытке. Ничего нет по пути. Было тягучее, вязкое, лепилось трудно, летело, звучало точно, увлечься, предназначенным и не всколыхнуть. Не я. Хлопает дверь и удлиненная дистанция. Вписываешься, впадаешь ритмично, ческой сбивкой, а по ночам снится, что президент — это мой дед. И семья большая, за столом уютно, только жутко от присутствия большого, который может все отнять. Идешь в метро, сидят напротив, книга помогает, книга полна. Перечитал и вспомнил, где он теперь, и отложил. Скоро забыл. Я забывался каждым днем, быстрым движением несколько месяцев. Как-то раз подумал о будущем и поднялся вверх. Но номера квартир по старой привычке угадывал. Здесь до сих пор жила мама моего. А я позвонил, вышел внутрь. Мама не понимала меня.
Я часто встречал его по дороге домой или булочную, и мать успела забыть. Мы посидели среди кухни, попили чай и разошлись. У каждого из нас был друг. Грани и изломы становятся ближе свету, понятнее для глаз. Я работаю учителем. Дома в основном новые, старые, только для удобства и красоты, хотя редко вспоминаю далекое и трудное. Я автор хроники с всепонимающим за кадром. Но не я, а просто люди, поэзия, закон, писатель. Основные недостатки у меня сразу крупные, боль высказана, только деталь и последующее раздражение. Упал и ушиб ногу, нес кружку с чаем и разбил, разлил, гладь, дрожь, экспрессия, вдохновение, ритм, мелодия. Из конца в конец родина, народ, аккордеон, никакой незаконченности. Уважение и поиск верных черт. Хорошая моя, когда писатель ровно в стиле вступления, главное на сегодня здесь рваный. Нашел бы женщину умную и жил степенен. Надо сказать, я изнутри пригляделся, потом быстренько цапнул и спрятать за угол и 2 бутылки пива. Девушки из школы в модных юшубах, других прохожих нет. Среди дождя и снега загорятся разноцветные окна, разбредутся только небо старые сырые. Почему я в последнее время разлюбил? Вместе с мужиком едет молодой парень, тоже пьяный, с холодным прищуром глаз и нагловатой улыбкой. За какой-то завтра выезжаешь. На какой завтра выезжаешь? На спецподачу. Мой дом, моя крепость. Смотрю в окно ночью, прохожу на кухню, думаю в халате и шерстяных носочках. Завтра рабочий день. Сегодня в 17 часов в городе было 5. Глава 39. Соловьи так не поют. Соловьи, как они сделали пар. Испытай счастье, если сердце держит. Ну дай, еще чего. Если я тебя сейчас не увижу, я умру. Нет, я не спился. Мы — это небольшая группа людей, совершенно разных профессий. Нас объединяет только одно — по мере сил. Мы не ставим никаких задач. Наша цель — иначе конец. Многие из наших для нас это не важно. Некоторые только начали, однако мы сохраняем. Мы надеемся создать, кому надоело. Не знаю, до каких пор это будет продолжаться. Видимо, полегче пока так. Чем больше слушать, тем ярче свет. Тогда как я полагаю, что это самое реальное и есть. Я не часть, я для всех. Вот нечего делать, разглядываю свои руки. Указательный палец левой руки ободран и болит. Если о нем вспоминать, болит, то почти уже не болит. Но корочки сверху нет. Прошло время и приятно почесывать, но отрывать еще рано, сама. Если бы ты мне разрешил, я тебе бы сделал бороду очень красиво. Скоро я тебе все разрешу. С чем связано? С моим уходом. Глава 40. Подошел к полке, взял батон за 30. Неожиданно он оказался мягким, даже взять было приятно. Пальцами хорошо было немного сжать хрустящую корочку, опустить батон в сумку. Когда пошел к кассе расплачиваться, вспомнил, что мне нужен чай, брикетики чая. Несколько секунд колебался, какой взять сорт. Девушка-кассир, смущенно улыбнувшись и торопясь, что я ее опережу, быстро сказала: «Самый лучший вот этот, номер 300. Берите его». «Благодарю за совет», — улыбнулся я в ответ и взял чай и вышел из булочной. Шел по улице, солнце садилось, лучами освещало всех нас. В руках букеты цветов. Стрелка долго копила силы. Упруго скакнула на следующую отметку и остановилась. Один глаз у Наташи был зеленый, другой коричневый. Сквозь теплые летние запахи бежал милиционер и свистел свисток. Один лепесток упал на ладонь и лежал широко и тихо. Хорошие мысли пробивали бреши в полнолотном тумане тех, маленькие окошки, глубокие и ненужные, как колодцы. Следы аварии быстро убрали с шоссе. Большое пятно от вытекшего масла еще несколько дней оставалось на асфальте. Потом исчезло и оно. Глава 41. Лунь, белый ястребок с черным на самых концах крыльев, ловит мышей, курицу, не тронет слишком мелок. Все тянется, зеленеет, птицы поют, как сумасшедшие, а у нас неприятность. Одного из котов нет уже до недели, наверное, пропал. Так всегда, самый добрый, хороший, не хам, глядишь, пропал. Все дни чудная погода, сиреневая дымка, по вечерам все происходит. Ярко-зеленые листики на березах, пробуют голос соловьи и кушкушки вовсю
Кто-то спилил мостки. Они, как дети, хотят игрушку разломать и посмотреть, что внутри, особенно если игрушка чужая. Копаем огород, на реке два рыбака, мутная вода, я купаюсь голый, родился и живу. На тапочках остается тонкий след глины, подмокший за ночь дороги. Не май месяц, нет, именно май. Последствия непредсказуемы, облака то кучевые, то перистые, крутится над головой, солнце светится, как сквозь марлю. На коричневом фундаменте пыльца цвета вялого лимона. Все размножается, вороны воруют яйца у других птиц. Вчера отличая низшая гроза со всеми делами. Трава поднялась за одну ночь, дикая свежесть. Ночью опять снилось страшное под делом. Стояли просторные горьковатые дни осени. На тропинках в саду, на скамейке перед домом лежали желтые коричневые листья, а с деревьев, как с неба, все падали и падали новые. Через приоткрытые окна ветер вносил их в комнату. Листья опускались на пол, натыкались на стекла, застревали между. За день листья нагревало солнце, приятно было поднимать их, вытаскивать из щелей, трогать. Каждый новый день казался теплее вчерашнего, так как за ночь подмораживало, и утром не верилось, что днем снова будет тепло. Бледное солнце желтело, поднималось выше, земля становилась мягче, падала в траву, поеживаясь от холода. Быстро попил чай и вернулся в комнату. У него был свой гардероб. Надену спокойный плащ, подумал я, и надел. Стопка полуверов, носовые платки, рубашки, все собственное, созданное от природы и других, научила жизнь. Сам по себе, а человек суховатый, неразговорчивый, но не злой. За последние годы выдумал себе достаточно развлечений. Каждое утро прилично чисто одетый выходил на дорогу перед завтраком. Замолкали деревья и трава, потом дождь, лужи, посреди дороги стада. А любил посидеть в тени на крепкой скамье под липы. Иногда спохватывался, что за чепуха, и тут же забывал. Вот здесь здорово, поранил коленку об острый камень, нагнулся, пошарил, камня не было. Бледное становилось ярче, туман ложился и высыхал, потихоньку шевелился. День шел привычным путем. Деревня, заборы, палисадники, церковь. Удивительно, только сегодня, так где сейчас, в деревне раньше была река, а он на самом берегу, и вода текла. Ребенок тащил за руль взрослый велосипед и видит, как машина с мальчиком внутри выскакивает на деревенскую площадь и сразу вязнет. Большой рыжий пес дрогнул всем телом, поднял голову, грустно посмотрел, вышел пьяный в телогрейке, хотел запеть, но получился тяжелый звук. Пьяный выругался, дал ребенку затрещину, мальчик заплакал, мужчина пошел. Закричал он, рядом с домом стоял другой. Там все время была женщина. Каждое утро здоровалась и приятно шли мимо. В наличнике веревка с бельем. Она нравилась ему. Здравствуйте, и почему-то остановился. Доброе уточка, улыбнулась. Погодка-то, да, действительно, погода. Смутился и дальше. До свидания, до свидания. След он даже не услышал. Задумавшись, идя по дороге, вспомнил, кто она. В сознании существовало отдельно от жизни тело, как со стороны смотрел на свою фигуру, осторожно и идущую в сером пространстве, синий прямоугольник. Удалялся, приближался, хотелось потрогать, с удовольствием лег бы на него животом или хотя бы присел. Некоторое время не открывал глаза, но как ни старался, утро прошло. Равномерно хлопала дверь. Стал вспоминать: Лиза, поди, Лиза, позови Олега. Не отвечал, смотрел мимо. Прямоугольник плыл, покачивал. Вошел сын плотный, в плечах колхозники. Взял табуретку, сел у кровати, хотел пожалеть, тронул за руку, жалости не было, одни хозяйственные заботы. Сделал бы много огромной работы, чтобы это прошло. Но так никто не предлагал. Это было непонятно. Всю жизнь работал, считал себя над делом, и вдруг важное срывалось. Выходить на крыльцо, курить, не спать и так далее. Скорее бы уж, думал, практически и не назло. Украдкой смотрел на часы. Я лежал тихо, глаза не открывал. Маленький сидел в углу на скамеечке для ног и тяжело и тоже ничего не говорил.
Маленький не любил движения, он был маленький мечтательный, который легко обидеть, боялся определенных и точных, любил ранние вечера, тонкие стекла и живое. Так и сидели внук, сын, старик, и никто не мог понять смысла этих минут. На кухне тихо, за окном ночь, огромные травы, сорняки, припухшее небо, все лезут, хотят в мой бассейн. А я не звал, и теперь не хочу пускать, вырывала деревья, переворачивала машины, на балконе стояла женщина, восторг и беспомощно. Все связано, запутано, переплетено, только бы не покончить жизнь самоубийством, как корейские моряки с подлодки накатывает дикий животный страх. Финал чемпионата мира, смородина, радио, у соседей белая ножка, темная шляпка, вырезать что ли чувство непричастности, пишет, как пашет, срывает, отдувается и плюет. В 2 раза меньше стал есть. Выглядит, не подойдешь, как доллар, как и рубль. Расставьте знаки препинания. Конец.